На окраине небольшой деревни, рядом с просторным пастбищем, произошла история, которая надолго запомнилась местным жителям. Владелец хозяйства Николай уже несколько недель не мог разобраться в странном поведении своей взрослой кобылы по кличке Заря. Раньше Заря отличалась спокойным нравом, легко выполняла команды и никогда не доставляла хозяину хлопот. Однако неожиданно она начала постоянно находиться возле старого амбара, где хранились мешки с зерном, рабочий инвентарь и запас сена. Каждый раз, когда Николай пытался войти внутрь, лошадь становилась перед дверью, настороженно прижимала уши и громко ударяла копытом о землю, словно предупреждая об опасности. Сначала мужчина решил, что внутри амбара поселилось какое-нибудь дикое животное. Он осторожно попытался отвести кобылу в сторону, удерживая ее за повод, однако Заря сразу сделала шаг назад и снова перегородила проход своим телом. На следующий день Николай принес любимице свежую морковь и несколько кусочков сахара, рассчитывая отвлечь ее угощением. Лошадь спокойно съела лакомство, но сразу же вернулась на прежнее место и вновь встала у входа, не позволяя хозяину приблизиться. Тогда мужчина решил попасть в помещение через небольшую боковую дверь. Однако Заря мгновенно заметила его намерение, громко заржала и начала беспокойно кружить возле амбара. Ее поведение оказалось настолько настойчивым, что хозяин снова отказался от своей попытки. После этого Николай внимательно осмотрел строение. Он проверил стены, крышу, двери и даже прислушался к каждому звуку, но не обнаружил ничего необычного. По ночам Заря почти не отходила от амбара. Она спокойно стояла возле входа, иногда тихо фыркала и внимательно смотрела на закрытую дверь. Постепенно хозяин начал всерьез беспокоиться. Он предположил, что внутри может скрываться хищник или раненое животное. Вооружившись мощным фонарем и длинной палкой, Николай однажды подошел к двери, но едва он протянул руку к засову, как кобыла вновь загородила проход и осторожно оттолкнула его назад грудью. Мужчина понимал, что применять силу нельзя, поэтому каждый раз уступал своей любимице. Прошла еще одна неделя. Николай стал приносить к амбару воду и корм, потому что Заря почти перестала возвращаться в свое стойло. Однажды хозяин решил привязать ее подальше, однако лошадь так сильно волновалась, что постоянно пыталась освободиться и вернуться обратно. Увидев это, мужчина сразу отвязал повод. Соседи предположили, что животное заболело, и посоветовали пригласить ветеринарного врача. Специалист тщательно осмотрел кобылу, проверил ее состояние и не обнаружил никаких признаков болезни. Врач лишь заметил, что Заря явно кого-то или что-то оберегает, поэтому не стоит мешать ей без серьезной причины. Тем временем приближался сезон сильных дождей, а в амбаре оставались необходимые для работы инструменты. Терпение Николая постепенно заканчивалось. Однажды ранним утром он снова подошел к двери, ожидая привычного сопротивления. Но произошло совершенно неожиданное. Заря спокойно отошла в сторону, внимательно посмотрела на хозяина, негромко заржала и сама слегка подтолкнула дверь мордой. Николай осторожно вошел внутрь и остановился от удивления. В дальнем углу, на мягкой соломе, лежала испуганная коза, а рядом с ней тесно прижимались трое совсем маленьких козлят. Судя по всему, животное сумело проникнуть в амбар через старую щель в задней стене, где и принесло потомство. Все это время Заря не позволяла человеку войти внутрь, потому что охраняла ослабевшую мать и ее детенышей. Она словно понимала, что первые дни жизни малышей являются самыми опасными, и терпеливо ждала, пока они немного окрепнут. Осознав случившееся, Николай сразу принес свежую воду, корм и чистую сухую подстилку. Затем он аккуратно заделал отверстие в стене, чтобы животные больше не могли случайно попасть внутрь или оказаться в опасности. После этой истории хозяин окончательно убедился, что животные нередко чувствуют и понимают гораздо больше, чем кажется человеку. С тех пор Николай всегда доверял интуиции своей верной кобылы Зори, которая почти целый месяц самоотверженно оберегала чужую семью так же заботливо, как если бы она была собственной.